Для урока нам понадобится: первое — листы А4, второе — простой карандаш HB, механический либо деревянный, неважно. Если у вас есть твердые карандаши, например H2H и так далее, то для наброска я советую взять и его, так как если сильно на него не нажимать, то он очень легко стирается. И третье — ластик или кляч. Теперь можно начинать. Первый этап: возьми простой карандаш, желательно твердый, потому что им проще рисовать наброски. Уверен, если ты дошел до этого урока, то ты уже скорее всего умеешь рисовать окружности. Так нарисуем же окружность для построения самой головы. Окружность советую рисовать сильно, не нажимая на карандаш, так как все равно после мы будем ее стирать. Теперь давай проведем вертикальную линию. Это будет ось симметрии и основа базовой конструкции построения нашего лица. Второй этап. После того, как ты нарисовал окружность и вертикальную линию, то мы можем приступить к прорисовыванию контура лица. Так как это парень, то лицо сделаем более угловатое. Теперь давай отметим линиями места, где будут располагаться на лице глаза, нос и рот. При рисовании лица необходимо придерживаться пропорций для правильного размещения глаз, носа и рта. Давай для этого мы с тобой нарисуем 3 горизонтальные линии. Для того, чтобы нарисовать линию глаз, нужно разделить голову пополам. Для того, чтобы нарисовать линию носа, нужно разделить вторую половину головы на равные части. И для того, чтобы нарисовать линию рта, нужно поделить оставшуюся часть головы пополам. Третий этап. Итак, теперь у нас есть базовая конструкция, по которой мы можем смело начинать рисовать само лицо. То, как рисовать глаза, вы наверняка уже знаете, но я все же расскажу вкратце, сильно не уделяя этому времени. Для своего удобства глаза я начинаю рисовать слева направо. Вы наверняка уже сталкивались с тем, что у вас не получается нарисовать одинаковые глаза, то есть один глаз у вас получается супер-пупер-дупер идеальный, а второй мутант мутантом. Я когда-то уже говорил, что если начинать рисовать их справа, то левый глаз уже не получится нарисовать точно таким же, так как правый ты закроешь рукой. Для начала я рисую верхнюю часть контура глаз, тем самым наметив их расположение. Важно помнить, что глаза должны находиться на расстоянии одного глаза между друг другом. После этого нарисуем нижнюю часть контура глаза и часть слезного мешочка. Также нарисуем окружность зрачка и блики. Чтобы начать рисовать брови, проведем горизонтальную линию чуть выше глаз, примерно на сантиметр. И далее нарисуем сами брови. Далее нарисуем нос, наметив просто двумя точками, это будут ноздри. Ну и соответственно рот. Рот мы тоже наметим просто прерывистой линией. Четвертый этап. Так как у нас нарисованы горизонтальные линии глаз и носа, то мы можем спокойно нарисовать уши. Высота ушей равна расстоянию от глаз до носа. Мы рисуем лицо в анфас, соответственно уши в данном ракурсе виднеются не так сильно. Нарисуем сами уши. Уши. Все, что нам остается нарисовать на этом этапе, так это шею. Ширина шеи зависит от пола и телосложения, но в данном случае я отмерю ее от середины левого глаза до середины правого глаза.
Пятый этап. После того, как мы отрисовали все лицо, то приступим к рисованию волос. Рисование волос, наверное, самая трудная часть в рисовании головы в целом, поэтому им стоит уделять столько же внимания, сколько самому лицу и голове. На данном этапе ты можешь пофантазировать и не рисовать такую же прическу, как и я. В интернете очень много видов причесок, поэтому ты можешь выбрать любую из них, либо же нарисовать такую же, как и я. Волосы не стоит рисовать прямо на окружности, так как они будут выглядеть неестественно. Я же рисую обычно контур чуть выше головы, тем самым намечая объем волос. Также стоит наметить точку роста волос и рисовать их уже из этой точки, тем самым создавая пробор. Так волосы будут выглядеть натурально. Остается только заштриховать волосы и готово. На сегодня все. Если вы хотите, чтобы я показал, как рисовать лица в других ракурсах, то обязательно напишите мне об этом в комментариях. Повторюсь, выход следующих уроков зависит только от вас, поэтому лайк и комментарий обязателен. Также прошу написать, какие уроки мне снять еще, поэтому все ваши идеи, вообще абсолютно все идеи, которые вам приходят в голову по поводу уроков по рисованию аниме с нуля, вы можете предложить в комментариях. И может быть в следующем видео я обязательно реализую ваши пожелания. Спасибо за просмотр данного видео, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, там все дела. Ну, вы все это знаете. Зачем я вам каждый раз это повторяю? Вы все это знаете. Постараюсь снимать видео теперь намного чаще, хотя бы раз в неделю. Поэтому снова рад радовать вас своим контентом. И все, всем пока.
Также вы можете посмотреть другие видео по рисованию аниме с нуля или же перейти в плейлист со всеми видео из данной рубрики.